Добрый день, друзья! Сегодня готовим пирог на горячем молоке. Мягкий, в меру влажный, ароматный и легкий в приготовлении. Такой бисквитный пирог абсолютно неприхотлив, выпекается равномерно и не опускается. В миску вбиваем 3 яйца, высыпаем к ним 200 грамм сахара и взбиваем миксером до посветления и увеличения в объеме. По времени это занимает 5-7 минут. Чем лучше взобьете яйца, тем пышнее будет бисквит. Температура яиц для данного рецепта не принципиальна. Я готовила пирог и с яйцами комнатной температуры, и с холодными, результат получается один и тот же. Далее в другой миске смешиваем сухие ингредиенты. 240 грамм просеянной муки, третью часть чайной ложки соли, чайную ложку ванильного сахара, 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Пока сухую смесь отставим в сторону. В сотейник кладем 50 грамм сливочного масла и выливаем 160 мл молока. Молоко у меня жирностью 3,2%. Масло я беру мягкое, чтобы оно быстрее растворилось. Доводим молочную смесь до кипения, но не кипятим. Как только увидим на поверхности пузырьки, сразу снимаем с огня. А теперь во взбитые яйца с сахаром поочередно добавляем сухие ингредиенты и горячее молоко. Высыпаем часть сухой смеси, на самой слабой мощности миксера соединяем ее с жидкими ингредиентами. Не выключая миксер, тонкой струйкой добавляем молочную смесь. Перемешиваем и снова все повторяем. Высыпаем муку, соединяем ее с жидкими ингредиентами и вливаем горячее молоко с маслом. Ну а больше легких и доступных в приготовлении рецептов пирогов, булочек, печенья, тортов вы можете посмотреть на моем канале в плейлисте «Выпечка». Ссылка будет в описании под видео. Также каждый мой рецепт можно почитать на канале Яндекс.Дзен «Это просто». Я подробно описываю весь процесс приготовления, чтобы не возникало никаких трудностей. Ссылку на текстовый вариант рецепта я всегда оставляю внизу под видео. Ну что же, а я в это время добавила уже последнюю часть молока и еще раз хорошо все перемешиваю. В итоге тесто должно получиться не густое, что-то среднее между тестом на блины и тестом на оладьи. Выпекаем пирог в форме на 24 см. Можно брать как металлическую, так и силиконовую. Дно металлической формы застилаем бумагой для выпечки, а в силиконовой просто смазываем сливочным маслом. Сегодня пирог у меня будет с абрикосами и ежевикой. Выливаем половину теста в форму. По кругу выкладываем половинки абрикосов. В центре кладем ягоду и затем вокруг абрикосов выкладываем ежевику. С этим бисквитом, на мой взгляд, сочетаются любые ягоды и фрукты. Их аромат и легкая кислинка придают яркий акцент пирогу, но также еще и дополнительную сочность. Ну и теперь равномерно выливаем оставшееся тесто на ягоды и фрукты. Ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. И здесь в первую очередь ориентируемся на свою духовку. Я выпекала пирог ровно 45 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть чистой и сухой. Пирог получается ароматнейший. Достаем его из духовки и даем полностью остыть. Затем отделяем его от стенок формы, снимаем боковую панель и пергаментную бумагу. Бисквит на горячем молоке никогда не оседает. Получается мягкий, воздушный, но в то же время в меру влажный. Его можно готовить с любыми ягодами и фруктами, как свежими, так и консервированными. А также можно испечь бисквит, разрезать на 2 коржа и промазать сливочным кремом. Сверху присыпать сахарной пудрой, какао или тертым шоколадом. И получится максимально простой, но очень вкусный и ароматный торт. Пробуйте! Для меня рецепт бисквита на горячем молоке является фаворитом среди быстрой, доступной и легкой выпечки. Готовьте и радуйте близких!
С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».